Значит, если Жак Аттали говорил о том, что нужно истреблять французов, то Макрон это делает и воплощает все это в реальность. Они действительно занялись французами по полной программе. Судя по всему, для этого создано и специальное образование. Именно это и позволяет из вот этой основной массы сделать стадо баранов, которые они собираются истребить. И Жак Аттали объяснил причины, кого они собираются истреблять, как они собираются истреблять. И Макрон это делает успешно. Во Франции еще хуже, чем в России и Литве, по той простой причине, что здесь вообще отменена судебная власть. Судебной власти во Франции вообще не существует. Я теперь точно знаю, что быдлом правят, реальным быдлом правят бандиты. И они уверены, что за совершенные преступления они отвечать не будут. Вот в чем они уверены. Но я хотел бы понять, почему они в этом уверены. А они в этом уверены по простой причине. Потому что они знают, что Комитет по правам человека не будет регистрировать мои жалобы. Комитет по экономическим правам не будет регистрировать и рассматривать мои жалобы. Европейский суд по правам человека не будет регистрировать и рассматривать мои жалобы. Вот кто обеспечил тотальное истребление людей во всем мире. Тотальное истребление людей во всем мире обеспечили взяточники из ЕСПЧ, из комитетов Организации Объединенных Наций, которые бандитов освободили от ответственности и наказания за совершаемые ими преступления. Бандиты правят умоленивым быдлом. Бандиты делают все, что придет в их больные головы. И бандиты знают, что за совершаемые преступления они отвечать не будут. Советский Союз действительно был и противостоял вот этому миру безумных, где веками, понимаете, веками истреблялась судебная власть, где веками судебная власть предназначалась для обслуживания бандитов, и эти бандиты управляли миром. Отменены в России права человека только потому, что они отменены, реально отменены во Франции. Они отменены, можно сказать, везде. Поэтому о каких правах человека говорит так называемый демократический мир, понять очень сложно, если они истребляют лучших из лучших. Ведь достаточно вспомнить Сократа, Платона, Аристотеля. Это все описано ими. Сократ каким образом закончил свою жизнь? Его суд обязал уничтожить и принять яд. Это все оттуда. И вот эти бандиты ничего нового не изобретают. Они просто истребление людей сделали своей профессией. Бандиты. А может быть, они могут объяснять правовые последствия того, что они делают? Да нет, они не могут объяснять правовые последствия того, что они делают, по простой причине. Их на самом деле не обучают думать о последствиях совершаемых действий. От безнаказанности они рехнулись полностью. Просто вообще утратили чувство реальности. И каждый должен биться
с этими преступными режимами, каждый должен идти в суд, несмотря на то, что судебную власть не отменили, что чудесные законы, которые защищают права людей, они распространяются исключительно на бандитов, когда их привлекают к уголовной ответственности, то они говорят о законности. Но когда им надо расправиться с теми, кто готов бороться за элементарный здравый смысл, то эти люди подлежат полностью истреблению. Правозащитники, реальные, они не нужны ни во Франции, ни в Германии, я думаю, и в США они тоже не нужны. То есть те, кто призывают, реально призывают к соблюдению элементарного здравого смысла. То, что делают бандиты, никакого отношения к здравому смыслу не имеет. Это не имеет никакого отношения к законности, которую они растоптали. Но, как правильно объяснял Маслоу, в мире существует добро и зло. Они ведут непримиримую борьбу. И если добрые люди сдадутся, то зло восторжествует. Мы должны противостоять злу. Мы должны бороться вот с этим безумием. Мы должны сказать, что эта преступная власть должна отвечать за совершаемые преступления повсеместно. Миром должны управлять законы. Эта преступная власть, эти бандиты не имеют права отменять законность. Контроль общества. Они отменили, бандиты, вот эта маленькая узкая группа отмороженных, они отменили законность. Мы должны для них включить законность. Включить законность мы можем только в суде. Потому что в теории суд – это хранитель закона. Это инструменты. Но любой абсолютно власти мы должны показать, что мы можем и включим эту законность. Они боятся того, что причинитель вреда пойдет в суд. Они боятся того, что преступная власть предстанет перед судом и законом. Вот чего они боятся. Они боятся законности больше, чем кто бы то ни было. Потому что столько, сколько они совершили преступлений, совершили и совершают преступлений, вполне достаточно, чтобы их объявить как организованное преступное сообщество повсеместное, у которого должно быть конфисковано все их имущество, у них, у их детей должно быть конфисковано все их имущество. И чтобы они знали, что их никчемная, паршивая жизнь ничего не стоит. Они должны знать, что то, что они делают, это не принесет им тех благ и удовольствий, ради которых они совершают свои преступления.